you go crazy. Друзья, всех приветствую! Сегодня в этом обзоре мы с вами рассмотрим два новых аудиофильских кабеля для внутриканальных наушников от компании Xins. И, конечно же, как всегда, подробно поговорим с вами о самом главном, о том, как именно они влияют на звук и для каких наушников они лучше всего подойдут. И оба этих кабеля мне пришли в фирменных коробках и вот в таких вот фирменных кейсах. Ну и начнем, как всегда, сразу с более дорогого аудиофильского кабеля, который называется Xins BC10. Стоит он сейчас примерно 6000 рублей. Он 8-жильный, довольно легкий и совершенно не путается. И был выполнен в такой вот черной расцветке. И, конечно, получил коннекторы 2 пин и балансный штекер на 4,4 мм джек с очень красивой фурнитурой. А в своем составе он использует 7N OCC слой из графена, смешанного серебряного палладия с медным покрытием высокой частоты. И все это уже звучит, согласитесь, очень круто. Но вот что касается влияния на звук, то тут, ребята, все еще намного интереснее. И послушав этот кабель с разными наушниками из моей коллекции, включая топовые гибриды, трибриды и даже квадбриды, мне довольно быстро пришло понимание его характера. И я пришел к тому, что это именно тот кабель, который не пытается что-то прям тут сразу радикально поменять, а именно аккуратно выравнивает и улучшает всю подачу, делая ее более чистой, собранной и в то же время глубокой. Причем это ощущается не как-то там именно точечно, а как именно общее улучшение восприятия вами всего звука. И низкие частоты с этим кабелем становятся прям ощутимо глубже и массивнее. Появляется структура, улучшается текстурность, и за счет этого бас уже не просто звучит, а именно как будто бы оформляется. Поэтому легче различаются слои, лучше читаются все переходы, и даже удары кика в той же электронике, в хип-хопе ощущаются намного более упруго и четко. При этом нет ощущения какого-то басхедного раздутия или давления, а наоборот низ становится более контролируемым, и за счет этого вся подача ощущается уже намного увереннее и чище. И особенно это хорошо будет проявляться на наушниках, которым как раз таки изначально не хватает вот этой глубины и более лучшей текстурности. Да и середина становится ощутимо прозрачнее, уходит какая-то легкая мутность, если она была, и появляется ощущение более свободного пространства между всеми инструментами, за счет чего вокал звучит уже яснее, лучше передаются все интонации, а сами инструменты приобретают как будто бы даже более такие четкие контуры. При этом нет ощущения какой-то мониторной сухости, просто подача становится уже аккуратнее, теплее и более комфортной. И вот на энергичных наушниках, особенно с Harman настройкой, ребята, это будет прям то, что нужно. Да и высокие частоты с этим кабелем начинают звучать чище, протяженнее и с лучшей проработкой каких-либо мелких нюансов, за счет чего вам хорошо слышны подсозвучия, атаки тарелок и мелкие детали записи. Но при этом этот кабель не уводит даже изначально довольно светлые наушники в какую-либо утомительную излишнюю яркость. Все подается по-прежнему довольно ровно и без какого-либо напряжения. И как раз за счет этого этот кабель, на мой взгляд, просто прекрасно работает именно с темными или приглушенными по подаче наушниками, где вам хочется добавить воздуха и открытости, но не портя уже изначальный баланс. Ну и все это в итоге складывается в такую более понятную и аккуратно организованную звуковую сцену. Пространство ощущается шире, появляется больше воздуха между инструментами, и самое главное, что улучшается локализация, и ты начинаешь лучше ощущать, где именно находится каждый звук, и в целом музыка теперь воспринимается уже на выходе более цельно и естественно. И если подвести итог, то Xins BC10 это кабель про общее повышение уровня звучания. Он всегда делает звук глубже, чище и более структурированным, добавляет прозрачности и аккуратности, при этом не перегружая подачу. И именно за счет этого с ним появляется ощущение, что наушники уже просто начинают играть более собрано и уверенно, показывая вам больше деталей и нюансов уже в знакомых треках. Если у вас изначально какой-то очень бюджетный или вообще вдруг стоковый кабель, то для улучшения звука, друзья, я вам его смело рекомендую.
Ну а теперь давайте поговорим о следующем не менее интересном кабеле, который именуется как SINS CF02, и сейчас на AliExpress он обойдется вам примерно в 4600 рублей. И это уже четырехжильный, но куда более увесистый кабель, в очень яркой, синей и привлекающей внимание расцветке, и с точно такой же качественной фурнитурой. И этот кабель, как и предыдущий, тоже получил коннекторы 2 пин и балансный штекер на 4,4 мм джек. А вот в качестве проводника он уже использует 7N OCC серебро с добавлением палладия. И на первый взгляд может показаться, что состав у него чуть попроще. Но поверьте мне, на деле все не так просто, как это можно было ожидать. Ну и вот когда я следом перешел на SINS CF02 и тоже послушал его с разными наушниками из моей коллекции, то я понял, что если BC10 больше про чистоту, нейтральность и прозрачность, то здесь акцент смещается в сторону более плотной, насыщенной и чуть более эмоциональной подачи. Звук становится ближе, ощутимее, и в нем появляется больше веса. И низкие частоты с этим кабелем ощущаются не столько глубже, сколько плотнее и наполненнее. Бас приобретает более округлую форму, удары становятся чуть мягче по атаке, но при этом ощущаются уже куда более массивно. Да, он не такой строгий и структурный, как у BC10, зато дает вам больше такого физического ощущения присутствия, из-за чего трек воспринимается уже более цельно и насыщенно. Поэтому этот кабель уже однозначно будет лучше для изначально не басовитых наушников. А вот средние частоты здесь подаются уже иначе. Они выходят чуть ближе и звучат более телесно. Вокал становится плотнее, появляется ощущение некоторой добавленной плотности в голосе, и в целом середина воспринимается более теплой и насыщенной. Ну а инструменты не столько разделяются по слоям, сколько собираются уже в такую более цельную картину, за счет чего звук становится более музыкальным и вовлекающим. Да и на высоких частотах этот кабель ведет себя поспокойнее, он уже не так явно вытягивает все детали на максимум, как это делает BC10, и не стремится сделать звук каким-то максимально прозрачным, а скорее сглаживает подачу. Верх становится ощутимо мягче, комфортнее и вообще без какой-либо лишней остроты. При этом вся необходимая информация тоже остается, просто она теперь подается уже куда более деликатно и ненавязчиво. И все это, конечно, формирует уже другую звуковую сцену, которая ощущается уже не такой широкой и воздушной, как у BC10, зато становится более собранной и глубокой. Образы ощущаются к вам ближе, плотнее, и создается эффект более камерного, но при этом насыщенного пространства, где музыка звучит более цельно. Ну и в итоге я пришел к тому, что SINS CF02 это кабель с совершенно другим характером. Он делает звук более плотным, теплым и вовлекающим, убирая какую-либо излишнюю сухость и добавляя в подачу телесности. И на мой взгляд это отличный вариант для тех случаев, когда вам хочется не анализировать и разбирать, а просто погружаться в музыку, особенно если сами наушники звучат слишком ярко или излишне облегченно в области низких и средних частот. Ну а на этом, друзья, у меня на сегодня все. Все ссылки на покупку этих кабелей вы найдете в описании и в закрепленном комментарии под этим видео. Ну а я очень надеюсь, что этот обзор был для вас полезным и помог вам лучше понять реальные различия, которые существуют между этими кабелями. Всем спасибо за просмотр, всем отличного звука, хорошего настроения и до скорых встреч уже в новых обзорах.